Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Я уеду отсюда с Хасаном Диланом, а дальше каждый пойдет своей дорогой. Когда Баран говорит, что ты пытаешься делать вещи, превышающие твой размер, Хасан хвастается, что если с ним такое и случалось раньше, то это из-за меня. Он угрожает Барану, что если ты не бросишь пистолет, твоя жена умрет. В это время Дилан загадочно говорит Барану, что сделает прием, которому научился у него. Затем, когда он ударяет Хасана локтем в полость и нейтрализует его, Баран бьет Хасана кулаком и собирается избить его еще больше, но Дилан мешает ему, потому что он не касается его. Дилан и Берен вместе выходят из комнаты, и пока Берен ругает мужчин, Дилан спускается вниз. Пока Цеври думает о словах Первина и расстраивается, приходит ее тетя и говорит, что если ты так обеспокоен, поговори с Джевдетом и держи его на расстоянии. Когда Берен приходит к Дилану и спрашивает, в порядке ли он, Дилан отвечает: «Не могу сказать, что мне не страшно, но я рад, что ты у меня есть. Берен, я так боялась, что с тобой что-то случится, я не могу поверить в то, что он сделал с нами, через что ты прошел, какое великое испытание и боль мы пережили, упав с той лестницы, я очень злюсь, я злюсь на себя и на тех, кто со мной произошел, потому что не мог видеть, что происходит». Когда Дилан говорит: «Послушай, мы очень хороши, никто не может нас победить, мы очень хорошая команда, уроки, которые я усвоил от тебя, были полезны», Берен обнимает ее и говорит: «Я твоя храбрая жена». Он говорит, что не хочет, чтобы тебе снова пришлось быть храбрым, и целует его в лоб. Когда телефон Барана звонит и он сообщает, что мы достигли адреса Ферата Текина, Баран наконец говорит, что есть хорошие новости. Когда Ферат спрашивает: «Нет, брат, что-то не так», он отвечает: «Мы можем поговорить позже, немедленно пришли мне адрес». Когда Дилан сообщает ему, что адрес найден и что они нашли адрес Текина, давшего ложные показания, Дилан говорит: «Смотри, все будет хорошо», они садятся в машину и отправляются ехать по адресу. Пока Джавахир встречается со своим адвокатом, адвокату звонят и сообщают, что Баран покинул дачу вместе с женой. Джавахир угрожает Барану, что если он поговорит с Текином, то, похоже, это плохо для тебя кончится. Когда Ясмин говорит, что не хочет свадьбы в сельской местности, чтобы сократить расходы, Харун говорит о том, что он предпочел бы провести хороший медовый месяц, чем тратить так много на свадьбу, когда приедет Джевдет. Ясмин приносит ему чай и спрашивает, как проходит свадьба. Ясмин и Харун говорят, что все идет хорошо, слава Богу, но мы очень взволнованы. Пока Баран едет с Диланом и обсуждает, скажет ли Текин правду на этот раз, Баран видит машину, идущую сзади, и ускоряется. Когда Дилан спрашивает, что случилось и почему ты ускорился, Берен отвечает, что ничего нет. Пока госпожа Азади любила Мирана и задавалась вопросом, сможет ли она увидеть, как ты вырастешь, когда пришел Гюль, Азади сказала: «Ты очень любишь своих детей, но твой внук милее». Затем он поднимает тему ребенка Гюля и говорит: «Послушай, девочка, материнство – это величайшее чудо Бога, ты имеешь право испытывать это чувство». Когда Гюль сказал: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду, я сделал много плохих вещей, чтобы разлучить вас, но ты никогда не отпускаешь руку Ферата и не отпускаешь, но я говорю, что ты хочешь, чтобы иметь детей в будущем, либо уходи сейчас, либо никогда не отпускай руку Ферата. Не пойми неправильно мои слова, я говорю это для тебя». Когда Гюль говорит, что материнство и отцовство идут от сердца, нет необходимости заводить детей, мы вместе и в хорошие, и в плохие времена, мы чудо друг друга, я не собираюсь отказываться от этого чуда, Азади целует Гюля на лбу, называя ее своей дочерью. Дилан был обеспокоен тем, что Баран ехал так быстро, и продолжал спрашивать. Когда Баран сменил дорогу и попытался проверить, преследует ли его, он сказал Дилану, что позади меня была машина, я изменил свой путь, чтобы проверить, действительно ли мы преследуем его. Последовало: «Но это нормально, не бойтесь». Дилан говорит, что я не боялся, но немного волновался. Когда я говорю: «Боже мой, я забыл дома пистолет», говорит Берен: «Настоящая леди, она моя жена». Чтобы избавиться от этой мысли, Цеври приходит в ресторан поговорить с Джевдетом.
Тем временем, пока Джевдет находится в сейфе, Первин пишет сообщение, предлагая вместе пойти на родительское собрание ее сына. В магазине нет никого, кто мог бы отказать тебе, не обидев Джевдета, я не могу прийти, извини. Первин говорит, что ты не можешь переехать из-за Цеврии, но мы найдем решение. Цеврия и Ясмин выходят из ресторана, чтобы решить вопрос со свадебным платьем. Когда Дилан спрашивает, действительно ли кто-нибудь преследовал нас, Бэрон отвечает, что если и был, то его там больше нет. В любом случае, под этим предлогом говорит Дилан, мы видели эти места, давайте посмотрим на светлую сторону, и когда он продолжает движение, раздается внезапный звук взрыва. Когда Дилан спрашивает, что случилось, Бэрон спускается вниз, чтобы проверить, не лопнула ли шина. Когда Баран звонит мужчинам и спрашивает, как у вас дела, те говорят, мы поехали за машиной, которая преследовала вас, на данный момент проблем нет. Когда Баран говорит, у моей машины спустило колесо, я поменяю. И продолжим. Мужчины спрашивают, а нам приехать? Баран говорит, что нет необходимости, идите по адресу Текина. Гуль готовит кофе для себя и Ферата, и они немного говорят о Миране. Ферат взял Гуля за руки и назначил встречу с лучшим врачом. Когда она сказала, мы найдем способ, может быть, если нет, мы сможем усыновить. Когда Гуль сказал, конечно, дети принадлежат тем, кто их любит, а не тем, кто их любит. Тем, кто их рождает, они обняли Ферата, сказав, наша любовь может преодолеть все. Пока Бэрон меняет колесо, Дилан оглядывается и наслаждается этим. Бэрон опускает шину, наблюдает за счастливым состоянием Дилана и говорит ей приятное слово. В заключение он говорит, что смотреть на тебя значит жить. Когда Дилан приходит к нему, он кладет ему в волосы ромашку, которую он сорвал с земли. Затем он берет ее за руку, берет на руки, пройдя немного дальше, и крутит ее. Когда мы говорим, что человек должен уметь обращать свое лицо к прекрасному и быть благодарным за красоту вокруг него, Дилан говорит, что есть много причин для благодарности. Когда Ясмин была маленькой, она хотела надеть свадебное платье своей матери, и мать пообещала ей, что позволит ей надеть его, когда она выйдет замуж, поэтому они устроили это в соответствии с Ясмин. Дилан говорит, что это место похоже на рай, как будто зла здесь никогда не случалось, посмотрите, как везде красиво. Когда Бэрон сказал, давайте привезем сюда Мирана как можно скорее, они всегда мечтали о тех временах, когда ему было 3-го года, и он бегал. Когда Бэрон говорит, что ты не оставишь нашего сына одного, чтобы не дать ему убежать, Дилан вообще ничего не говорит, я просто пытаюсь защитить своего сына, но Бэрон говорит, но дети растут вверх и вниз, и я не мечтаю, чтобы Миран устроил здесь пикник и повеселился, когда вырастет. Дилан и Баран рассказывают о том, как изменилась их жизнь после рождения Мирана, и говорят, «Сынок, это совсем другое чувство, я скучаю по сыну, может быть, он просыпается, может быть, он вот-вот проснется, лучше всего позвонить и позвонить». Новости от Гуля. Баран приносит телефон Дилану, и они звонят Гулю. Тем временем Гуль и Ферат влюблены в Мирана. Гуль тут же показывает Мирана видеозвонку Дилану. Дилан начинает петь Мирану колыбельную, потому что он еще не заснул, и Бэрон аккомпанирует ей. Дилан говорит, что мы очень тебя любим, сынок, и вешает трубку. Когда Ясмин приходит к ним в свадебном платье своей матери, она очень нравится Цеврии и ее матери. Цеврии сразу же делает фотографии. Когда он собирался вывести Ясмин, когда в дверь постучали, Харун подбежал к двери, чтобы проверить. Приходит Цеврии и злится, девочка, чего ты с ним ходишь, она злится и отправляет его внутрь, потому что жениху не повезло увидеть ее в свадебном платье перед свадьбой. Когда Дилан спрашивает, стоит ли мне поговорить с Текином о том, как мы можем его убедить, Баран говорит, подожди, не вмешивайся в это, я буду говорить на том языке, который он понимает. Они утверждают, что мы действовали. С этого момента Бэрон смягчает его, и они садятся в машину. Когда Джавахир приходит на встречу со своим адвокатом, он спрашивает, что вы сделали. Вы же знаете, что Барану не следует разговаривать с Текином, верно? Когда адвокат говорит, что люди едут за Текином, Джавахир радуется и говорит, Джавахир 1 Баран Карабей 0. Хотя Баран хочет оставить Дилана в машине и уйти, Дилан не соглашается.
Они вместе входят в дом и звонят мистеру Барану Тикину. Дома никто не издает ни звука, поэтому, пока Бэрон достает пистолет и оглядывается, господин Тикин выходит из комнаты и спрашивает, кто вы и что вы делаете в моем доме. Когда Баран представляется и рассказывает об инциденте, о котором вы давали показания, господин Тикин спрашивает, почему вы беспокоите меня по поводу инцидента, который закрыт. Баран говорит, что он может быть закрыт для вас, но теперь мы знаем, кто настоящий убийца. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.